Текстильное оформление окна действительно очень сильно может поменять облик интерьера, посему мой сказ сегодня будет посвящен шторам и ошибкам, которые с ними связаны. В большинстве случаев хорошо бы крепить карниз штор к потолку потолочным креплением. Это визуально увеличивает как высоту окна, так и высоту потолков. Если потолки низкие, то хорошо решает такую проблему алюминиевый потолочный карниз. Вообще все карнизы для штор лучше брать металлические, потому что по пластиковым карнизам хуже ходят ролики, и вам надо будет шторы практически дергать, чтобы они перемещались. А это как-то не очень элегантно. Гардины при этом желательно должны быть посажены на ленту. Если у меня нет возможности сделать в помещении нишу для штор, то обычно я делаю такой вот алюминиевый карниз. Другие потолочные карнизы могут выглядеть весьма сомнительно, отрезая высоту штор. Они же и не дают случиться этому эффекту увеличения окна и потолков. Да и сами по себе могут выглядеть весьма подозрительно и напоминать мини-ламбрикен, который на самом деле и есть очень-очень далекий и модифицированный прапраправнук настоящих императорских ламбрикенов. Ламбрикены появились аж в 15 веке. Сначала они представляли собой куски ткани, балдахины, которые закреплялись над кроватью и декорировали место отдыха. Потом эти украшения отпочковались на окна. Менялись стили, эпохи, ткани. В 18 веке ламбрикены начали твердеть и даже создавались из дерева, имитируя арочные прогибы ткани. И это и есть, по сути, самые древние предки наших домашних деревянных потолочных карнизов. В общем, если вы живете не в 18 веке и не во дворце с 5-метровыми потолками, где надо занижать высоту до человеческого масштаба, то идею с ламбрикенами безопаснее будет отложить. Вот это, к слову, тоже является дальним и генетически модифицированным родственником ламбрикена. Иногда люди хотят сделать шторы какими-нибудь интересненькими. Что-то в их интерьере им не нравится, и они думают, что шторы могут отвлечь на себя все внимание и сделать все сразу красивеньким. Поэтому шторы надо сделать какими-то невероятно потрясающими. Не стоит творчески самореализовываться за счет сверхневероятных штор. И спасать интерьер за счет штор не стоит, вы все равно его так не спасете. Не получится отвлечь шторами внимание от, например, некрасивого дивана. Это так не работает. Интерьер должен продумываться в комплексе, чтобы все его элементы создавали целостный и гармоничный образ. Визуально поднять высоту потолка, подняв карниз, решение уже никого не изумляющее, но мало кто еще думает про ширину окна. Можно очень легко создать ощущение большого красивого панорамного окна, если вытягивать шторы по ширине. Часто стоит доводить шторы от угла до угла, тогда окна будут казаться еще больше. Такое решение, конечно, надо закладывать еще на этапе планировки, чтобы все шкафы открывались, и вам не надо было, например, коленкой придерживать штору, чтобы что-то достать из угла шкафа или комода. Шторы не должны перекрывать собой никакую мебель. Это ошибка. Если вы делаете шторы от угла до угла по всей ширине окна, а также в ряде некоторых других случаев, вам может потребоваться сформировать нишу для штор. Нишу для штор можно организовать как в гипсокартонном потолке, так и в натяжном, но тут важно правильно рассчитать расстояние. Обычно я закладываю на один слой 7-10 см глубины. Важно помнить, что ниша должна быть устроена таким образом, чтобы там можно было легко закрепить карниз и повесить на него шторы. То есть, если занижение потолков идет большое, то и ниша должна быть глубже. Несколько раз у меня такое бывало, что в конце ремонта, когда на объект приходят менеджеры по текстилю с образцами тканей для утверждения, осматривая нишу, они томно, на высокомерной ноте, растягивая слова, говорят, что в нее невозможно повесить никакие шторы. Дело в том, что у некоторых менеджеров в салонах текстиля есть поверье, что на один слой штор обязательно необходимо закладывать по 15 сантиметров. Тогда фалды будут красивые. На гардины и тюль в таком случае уйдет 30 сантиметров глубины комнаты. А если нужно 3 слоя текстиля, например, тюль, полупрозрачные гардины и ткани blackout, то и все 45 сантиметров.
Конечно, я ни в коем случае не обобщаю и в противовес знаю множество хороших специалистов, однако этот момент стоит проговорить. Цифра в 15 сантиметров мне кажется очень сомнительной в ситуациях, когда на площади в 10-15 квадратных метров мы пытаемся уместить какое-то многофункциональное помещение. Мне почему-то всегда очень жалко закладывать такой огромный размер на планировки, теснить шкафы, тумбочки, сужать проходы ради красивого колыхания этих самых фалд. Если же это спальня 30-40 квадратных метров в большом доме с гардеробной и широкими проходами, тогда, конечно, можно и о фалдах подумать, но во всех остальных ситуациях можно закладывать 7-10 сантиметров на слой. Таким образом можно высчитать глубину ниши. При формировании глубины ниши важно не забывать про радиаторы и сильно выступающие подоконники. Хорошо, если подоконники сделаны в уровень со стеной, так даже лучше для конвекции. Неплохо, если радиатор утоплен в нише или установлен внутрипольный конвектор. Тогда об этих отступах можно забыть. Экспериментальным путем мы выявили, что если радиатор выпирает от плоскости стены не более чем на 10-12 см, то отступом для ниши можно пренебречь. Ткани и фалды будут его обходить. Особенно если ваш радиатор не имеет острых углов. И теперь две очень важные и очень популярные ошибки, которые часто встречаются в домашних интерьерах и все портят. Некоторые считают, что можно повесить одну полупрозрачную такую вот занавесочку, и которая трунь, этого будет сразу достаточно, она сразу все обыграет и света в комнате не убавит. Нет, все полупрозрачные ткани должны быть либо в формате римских штор, плиссе и иных форматов с монтажом по раме, либо вторым слоем за непрозрачными гардинами. Они не должны просвечивать геометрические границы окна, трубы радиаторов и прочее подобное. Если вы хотите повесить один слой штор, то наоборот, лучше предпочесть непрозрачные ткани или blackout, который в любое время дня создаст вам домашний кинотеатр или ощущение ночи. Некоторые говорят, не бойтесь что-то делать в интерьере, а я вот думаю, что иногда надо все-таки бояться. Бойтесь чрезмерно больших принтов. Слишком большой принт может смотреться так, как будто вы приехали в страну великанов, украли там салфетку со стола, а потом приехали обратно в свою страну лилипутов и повесили ее на окна. Такие пропорции всегда будут уменьшать вашу комнату. Также слишком большие принты на шторах могут не читаться из-за складок. Вы думаете, что купили потрясающие шторы, например, с розами, и все сейчас упадут, а в сложном состоянии они будут выглядеть как беспорядочные цветовые пятна. По этой же причине не стоит брать шторы с фотографиями, допустим, моря или классических сюжетов. Складки тканей и просветы помешают вам увидеть то, что вы планировали там увидеть. Ну и вообще мы опустим нюанс, что подобные мотивы в принципе достаточно сомнительны. И да, в цвет стен подбирать шторы можно, вы можете добиться очень интересных спецэффектов. Ну а я напоминаю, что уже несколько лет у нас есть курсы по дизайну и подготовке к ремонту, а также курсы для профессионального погружения, которые мы с командой, терзаемые собственным перфекционизмом, постоянно обновляем и дополняем, чтобы вы получили всю информацию без воды, структурированно, четко и по делу. Ознакомиться с ними можно по ссылке в описании к ролику. Подписывайтесь, лайкайте, жмите на колокольчик, чтобы YouTube, как услужливый официант, информировал вас о новых видео на канале. Всем дизайн!